Если вы хотите немножко шикануть, возьмите побольше бокалы. Дайте мне отдохнуть. Вот 24 часа держит пузырики. Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Фор. Я рада вас приветствовать из Вилля Гранда, из моей замечательной квартиры. По многочисленным просьбам я хочу записать небольшое видео о вине, обзорное. Я не хочу охватывать какие-то специальные моменты, но в общем и целом я хочу чем с вами поделиться. Во-первых, я расскажу, как я сама выбираю вино на примере двух вин. Одно будет красное, другое белое. Затем я покажу на примере конкретного меню, которое я взяла моего любимого ресторана в Санкт-Петербурге, в который я хожу, когда приезжаю туда. Третье, я покажу вам некоторые вещи, которые могут улучшить то вино, которое у вас есть. Поехали! Если вы еще не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Я вас буду очень рада видеть среди подписчиков моего канала и нашего замечательного комьюнити, которое складывается, где люди могут делиться своими переживаниями, своими радостями, задавать вопросы и не бояться быть как-то осужденным и оцененным. Именно для этого я и создаю этот канал. А сегодня о вине. Почему о вине? Потому что это был один из самых распространенных запросов, которые я получила после моего видео о 22 вещах, которым я научилась во Франции, поэтому с удовольствием делюсь тем, что я знаю. Начнем с того, что культура вина во Франции, она уходит очень-очень далеко. Не могу сказать, когда, но у нас такая семейная шутка, когда Жан-Пьеру говорит: ты знаешь, я сегодня не пью. Он говорит: ну вино ты будешь? Я говорю: ну вино это алкоголь. А он говорит: нет, вино это вино. Давайте сразу, не откладывая дело в долгий ящик, мы с вами разберемся на примере двух вин, как читать, что написано на бутылке. У меня все будет, естественно, на французском. Если живете вы в России или в той стране, где этикетка написана будет на русском, вам будет проще разбираться. Поэтому покажу и на моей, это будет тоже для вас интересно. Смотрите, я взяла сегодня, это не реклама этого производителя, я просто взяла бутылку, которая стоит у меня в винном погребе. Это белое вино. Вот оно такое. Написан производитель, вот он, Жозеф Фавле. Написано тип вина, Meursault. Это бургундское вино, белое бургундское вино. Если что, все бургундские вина – это все шардоне, без исключения. Далее. Здесь написано, что это appellation Meursault contrôlée. Это как знак качества. Это вино входит в Grand Vin de Bourgogne. Большие вина Бургундии. Но это немножко как реклама, то есть это не обозначает ничего. У вас самое главное, кто производитель и что за вино, Meursault. Также на винах, на шампанских это не пишут, на винах всегда написан год. Еще вам небольшое замечание. Это вино 2015 года. То есть я бы его не держала долго. Белое вино я бы выпивала за 10 лет. То есть если оно в 2015 году произведено, то до 25-го я бы его выпила. Потому что она потом может уже измениться. В зависимости, конечно, есть волшебные белые вина, которые не меняются. Но в принципе белое 10 лет этого достаточно. Поэтому если вы увидите вино, которое более старое, допустим, 2005 года, я бы не очень рекомендовала, если только вы не особый знаток и у вас какой-то особый случай, вы покупаете в каком-то особом месте. Потому что откуда вы знаете, как его хранили, были перепады температуры и так далее. Переворачиваем бутылку. И здесь мы находим те же самые сведения. Вот у нас есть Жозеф Фавле, Meursault. И далее такая необходимая штука, называется «С какой оно крепости». Вот это 13%. То есть вино достаточно будет наполненное. Такое вот full body, то, что по-английски будет называться. Я бы сказала так, вот это конкретное вино, если вы новичок, может быть, оно для вас будет слегка сложновато. Возможно, вы в него влюбитесь с первого взгляда, как сделала это я. Но это, я бы сказала, вино уже такое для особых случаев. Если вы только начинаете и не хотите, разориться, когда вы покупаете вино, я бы вам советовала покупать такие вина, как шардоне, чтобы было написано шардоне. Будет ли оно французское или нет, решать вам. Имейте в виду, что за пределами Франции французские вина будут просто очень-очень увеличиваться в цене. У нас даже был такой случай, мы отмечали мой день рождения в ресторане во Франции и взяли вино, я оставлю его название и напишу на экране, чтобы вам было понятно. Называется Puligny Montrachet. Оно стоило, я уж не помню, сколько оно стоило в ресторане, в котором мы отмечали мой день рождения, и потом во Франции поехали мы в Женеву с нашими друзьями и зашли в еще один ресторан, потому что они оставались
в отеле в Женеве. Так вот, это вино выросло от Франции к Швейцарии в 5,5 раз. Просто когда увидели это вино и сколько оно стоило, мы так обомлели слегка. Поэтому имейте в виду, когда вино пересекает границу, сразу же какие-то налоги, сборы и так далее. Если вы живете в России, я говорю, потому что я сама приезжаю в Санкт-Петербург, я вижу, как я могу выбирать вино, то я бы вам очень посоветовала, например, посмотреть в сторону итальянских белых вин. Например, Пино Гриччо. Прекрасное будет. Или же Савиньон Блан. Я бы посоветовала, допустим, итальянское. Оно было бы очень хорошо к рыбе, к морепродуктам, к крабу. Вот такие бы белые посоветовала. Французское, бы скажу честно, в Санкт-Петербурге я вам не советовала, потому что цена может быть запредельная. Или это будет просто изначально очень дешевое вино, которое будет задорого продаваться. Поэтому не попадайтесь на эту удочку. Или вина нового цвета. Чили, Аргентина. Волшебно. Чили я бы взяла там какое-нибудь белое, посмотрела, тоже шардоне, допустим, бы взяла. А Аргентина, скорее, я бы в красное посмотрела. Например, каберне. Если мы посмотрим на вторую бутылку, которую я подготовила для вас, тоже это не реклама, это просто о том, чтобы вы понимали, как читать то, что написано на бутылке, то я взяла тоже бургундское, ну, извините, вот как-то у нас с бургундским получилось. И это вино называется, название его написано Савиньи Лебонна. Это название вина, не тип винограда, а название вина. Затем написано, что это за вино, что его качество, Premier Cru. Вот это уже, когда Cru написано, это прям уже хорошо, высоко. И его производитель, Mollard, производит с 1850 года. Это тоже просто к сведению. Вино это 2020 года. Честно говоря, для красного вина, бургундского, у нас сейчас на дворе 24 год. 4 года можно уже его выпивать, но я бы его еще отложила на пару годиков, чтобы оно полежало. Еще такой момент. Когда вы покупаете вино в супермаркете, в винном каком-то бутике и так далее, вы его, когда приносите домой, сразу-то не открывайте. Вы его не поставьте, чтобы оно немножко успокоилось. Представляете, если вы путешествуете, у вас такая долгая поездка, несколько часов вы летите в самолете, а возможно 8 часов летите в самолете, а потом вам приглашают, говорят, слушай, а ты будешь, что-то у нас сейчас будет обед из 3 блюд, у нас разные будут вина к нему. Вы скажете, ребята, дайте мне отдохнуть. Вот и вину дайте ему отдохнуть. Отдыхать вино вот так не любит. Это можно шампанское еще отдохнуть, а оно любит отдыхать так. И отдыхать обязательно, чтобы была прохладная температура, чтобы не было жарко вину. То есть в красные вина их можно сервировать с 16 градусами. То есть это не 25 градусов, потому что в голову тогда ударит наверняка. Поэтому красные вина я бы советовала, ну, хотя бы пару дней. Неделю идеально, чтобы оно полежало в темном месте и в прохладном месте. Холодильник, наверное, не подходит, потому что в холодильнике все-таки будет градусов 7. Но просто положите в месте, где примерно не больше 20 градусов. Если там будет 16, прекрасно. Вдруг у вас есть какой-то просто погреб. Вот у меня, например, у дедушки с бабушкой на даче был погреб. Так прекрасное было место. Если мы возвращаемся быстренько к белому, тоже вы его охлаждаете лучше в горизонтальном виде, даже в холодильнике в горизонтальном виде, и его вы уже сервируете градусов, наверное, 13, максимум 14. Если сервируете шампанское или другое игристое вино, то я вам очень советую их сервировать, по крайней мере, вот они должны быть, как по-французски есть такое слово, хорошее, глассе, чтобы они были конкретно холодные. Была запотевшая бутылка, градусов бы было оно 11, не более. Это был бы лучший вариант. А теперь, как я вам обещала, я покажу вам на примере винной карты, ссылку на которую помещу в описании к моему видео. Проходите, пожалуйста, смотрите, чтобы вам было тоже понятно, о чем я говорю. Винной карты ресторана «Таверна Гроли», который находится в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, я вам предложу, что бы я выбрала из этой винной карты. Допустим, я пришла в ресторан, и я ужинаю. Я ужинаю с моей семьей, мы взяли по салатику, помидорки, огурцы, такой немножко, может быть, в грузинском стиле, остренький. Потом взяли, прекрасно в этом ресторане есть судак из озер Ленинградской области. И к судаку мы взяли кабачки на гриле и взяли десертик, блинчики. Вот это наше меню. Что бы я к этому взяла? Рассказываю. Есть, во-первых, позиции всегда по бокалам. Тут зависит от того, вас за столом много-мало. Иногда, с точки зрения цены, легче взять бутылку и ее попросить забрать с собой и допить дома, чем брать по бокалам, потому что чаще всего по бокалам вино дороже. Смотря где и как. В Италии, когда
когда-то мы пили вино и за 5 евро за литр. Это было волшебнейшее вино в Тоскане, но все-таки какие-то исключительные случаи. Что я тут вижу? Я вижу игристые вина. Есть Tête de Cheval, розовое. Розовые игристые я лично не фан. Почему не люблю такие? Потому что быстро дают в голову. Игристые розовые, там будет смесь разных сортов винограда, я немножко опасаюсь. Потом вино дуэт сухое испанское. Почему бы нет? Я, конечно, предпочитаю французское шампанское, но смотрите, что я здесь еще вижу. Я вижу слово просекко, венето. Если вы видите просекко, венето, берите его. Потому что смотрите, сколько оно стоит. Шампанское здесь по бокалам даже нет. Есть просто шампанское французское. Оно стоит 12 900, 12 тысяч, почти 13 тысяч рублей. Цена прям такая, ух, берегись называется. А если возьмете просекко, то бутылка будет стоить 3 250, а бокал стоит 650. Конечно, это не на каждый день, я с вами согласна. Но, возможно, вот это просекко вы найдете и в супермаркете, и оно там будет значительно дешевле. Например, я видела очень хорошее органическое вино, которое я покупаю здесь у нас, просекко, в очень красивой бутылке. Помещу ее на экране, такое с пупырышками. Ее дарить прекрасно, это прекрасно в руках держать. Так вот эта бутылка, я ее видела в Спаре. И она стоила, по-моему, чуть больше 1000 рублей за бутылку. Просекко стоит 3200, а в супермаркете все-таки в 3 раза дешевле. Обратите внимание на просекко. Асти это всегда будет сладкое. Мне это в голову, например, дает намного быстрее. Но тут ваши вкусы и предпочтения. Асти я бы взяла, если вы хотите провести какой-то романтический вечер. И у вас будет в программе клубника, легкие закуски, какие-то легкие сыры, немножко шоколада. Вот такой вот вариант. А если это будет у вас на начало какого-то ужина, то я бы все-таки рекомендовала просекко. Это будет сухое или полусухое. Вина по бокалам. Что мы тут видим? Мы видим Sauvignon Blanc, чили. Хороший вариант, очень хороший вариант. Sauvignon Blanc будет сухое. Если выбирать между Chardonnay и Sauvignon Blanc будет больше минеральное. То есть, например, к морепродуктам я бы взяла бы скорее Sauvignon Blanc, чем Chardonnay. Или, например, есть вино сицилийское белое. Вот я бы его не взяла. Знаете почему? Потому что Сицилия все-таки жарко. Я обожаю Сицилию. Это один из любимых островов. А если интересно, вам расскажу. Мы когда-то путешествовали на паруснике. Я, собственно, свои штурманские права на управление парусным судном получала именно вот после поездки, которая началась на Сицилии. Очень много солнца. Я бы лично сама бы не взяла его. Всегда о вкусах не спорят, но вот это мое мнение. Розовые вина. Скажу честно, розовые вина это всегда немножко лотерея. Поэтому лично сама я могу посоветовать только 2 розовых вина. Они, во-первых, не розовые вина, они все-таки называются вина розе. В карте написано розовые вина, ну ладно, розовые вина, вообще это вина розе. Помещу тоже их название в описании. Этих 2 вина, это 2 французских вина. Называется одно Domaine Haut, О2Т. И второе вино Puech-O. Это Лангедок, вино розе волшебное. Я его никогда раньше не любила, и мне казалось, что это фи, Лангедок, как так. Оно оказалось просто волшебное. И единственное вино розе я лично кладу ледик. Я знаю, что сейчас те, кто занимается винами, сейчас меня закидают помидорами, потому что розе это действующий как коктейль. Выпил полбокала, больше не готов пить дальше. Возвращаюсь к нашей винной карте из Санкт-Петербурга. Вы, кстати, ее тоже посмотрите. Может быть, какие-то вопросы, так задавайте их обязательно в комментариях. Дальше. Каберне Савиньон, красное вино, чили. Прекрасно. Вот Каберне Савиньон я брала. Сорт винограда Каберне Савиньон очень будет хорошо мясу, как говядине, так, например, как индейке. Телятине будет прекрасно. Если вы не пьете белые вина, а есть люди, я знаю, например, которые не пьют белые вина, тоже оно прекрасно подойдет и к рыбе. Это будет достаточно легкое вино. Поэтому обратите на сорт вина Каберне Савиньон внимание. Оно хорошо очень сочетается. Как я определяю еще по винной карте, где я вино не знаю, я смотрю на сорт винограда и на год, когда вино произведено. Если это белые вина, допустим, сейчас 24 год, я бы уже взяла вина, это будут очень молодые, 21 или 22 год. Если бы это были красные, я бы взяла 2020-19, например, красные вина я никогда бы не взяла, которым только пару лет, потому что это будет слишком юное, еще называется зеленое вино. Красные вина, что же тут написано? Мальбек, да,
да, возможно, возможно. Теруар Дугай, не могу сказать, не написан сорт винограда. Вот если написан сорт винограда, я бы сразу же сомневалась. Дальше грузинские вина. Грузинские вина я сама очень люблю. Белые и красные, но это вина не фильтрованные. И если они не фильтрованные, значит эффект будет быстрее, чем фильтрованные. Поэтому вот обратите на это внимание, а тут уже ваши предпочтения, кинсмараули, мукузани, то есть все ваши предпочтения смотрите сами. Далее, белые вина уже позиции по бутылкам. Что же они нам предлагают? Когда я смотрю вот так вина, я обращаюсь сразу же, отметаю для себя французские вина, я их не буду пить в Санкт-Петербурге. Это будет слишком дорого или это будет дешевое вино, которое будет продаваться задорого. Я смотрю Италию, я смотрю Испанию, я смотрю Новый Свет, Чили, Аргентину. Может быть, Новую Зеландию, но на самом деле новозеландские вина ультрадорогие, австралийские просто. Я была когда в Австралии, я поразилась, насколько дорогие вина. Поэтому белые вина, например, для моего бы варианта, то, что я вам сказала, судак с цукини, я бы взяла хорошее пино гриччо. Прекрасно бы подошло. Или если мы собрались и нам хочется красного, я бы взяла просто хорошее базовое кьянти. Тосканское вино, которое прекрасно подойдет, которое нравится многим. Если вы начинающий или большой ценитель, оно вам подойдет. Это то, что я вам хотела сказать по винной карте. Если есть вопросы, пожалуйста, мне их задавайте в комментариях, я постараюсь их расшифровать побольше. Сейчас я хотела бы с вами поделиться трюками, как можно улучшить качество вина. Рассказываю. С чего мы пьем вино? Можно, конечно, пить из бумажных стаканчиков, но эффект будет не тот. Поэтому вот смотрите, первый бокал, который я вам показываю, называется дегустационный бокал. Это дегустационный бокал для бургундского или божоле. Что такое дегустация вина? Это не значит, что вы пьете, вы набрали в рот его, во рту взаимодействует у вас, и потом вы его выплевываете. Вот что такое дегустация вина. То есть это не дегустировался, а потом лег. Часто я вижу такие бокалы в ресторанах. Честно говоря, для меня это немножко великан в стране лилипутов. Но оно маловато мне будет. Я такое не очень люблю. Дальше идем. Например, вот это будет хороший бокал для белого вина. Очень базовый бокал, он небольшой. Если сравнить его с вот этим, там разница будет небольшая. Но это бокал очень простой, это такая недорогая совсем марка, может быть, мы купили даже в супермаркете, бокал для белого вина. Идем дальше. Есть вот такие бокалы, они во Франции продаются достаточно много, в ресторанах такие видела. Это вот новый тип бокалов, они их делают специально, чтобы оно больше раскрывалось, и закрывают здесь. В принципе, он универсальный, я бы его взяла, например, для белого вина, скорее, вот такой бокал. Далее, вот это хрустальный бокал, он достаточно дорогой, мы платили, по-моему, за него 35 евро, все остальные были в районе 5, может быть, евро. Вот этот бокал, может быть, стоит там 15, а этот уже 35. Почему? Это хрусталь. И это очень известная марка французская, называется De Sèvres. Это De Sèvres, они производили бокалы для королей Франции. Интересный, хороший. Мы бокалы бьем часто, поэтому немножко желковатый. И он у нас уже стоит, но мы почти им не пользуемся. Очень хороший, он тяжелый. Вот этот бокал бы был хорошо для меня или для белого, или для бургундского вина. Но это мои предпочтения. Есть вот такие вина, например, я взяла его для бордо. Это огромный бокал, да? Вот смотрите, например, вот этот малышок и огромный. Почему я вам все показываю? Если вот этот бокал вы нальете какое-то базовое вино, белое или красное, то оно у вас ярче и лучше раскроется. Грубо говоря, оно насытится кислородом, поэтому на вкус оно будет лучше, чем в маленьком бокале. Поэтому вот такой вот трюк. Если вы хотите немножко шикануть, возьмите побольше бокалы. Покажу вам сейчас мой самый-самый любимый бокал, из которого мы чаще всего и пьем вино. Он очень легкий. Мы покупали его в Италии. Марку оставлю в описании. Смотрите какой. Он такой немножко геометрический. То есть у него здесь ровный низ, поэтому удобно его держать. И потом он чуть-чуть закрывается кверху. Я могу вдохнуть аромат. То есть достаточно здесь места. Но с другой стороны,
Вот этот бокал для меня он универсальный, и белое прекрасно в нем, и красное, и бордо, и бургундия. Есть бокалы, конечно, Ридель, которые под каждый сорт винограда делают свои бокалы. И понимая, что французы говорят пюрист, если человек, вино для него все, то он разбирается в вине, как, знаете, есть книголюбы, а есть тоже вот люди, которые они даже их не пьют, они как-то их хранят, обмениваются. Например, распространено, что люди вино рассматривают во Франции как инвестицию. Вина все очень разные, понимаете, есть вина за 1 евро, а есть за 5000. Тут уже ценовая политика в зависимости от вина, от его престижа, от его качества. Вспоминайте даже Шато Петрюс, которые вот все восхищались. Я, кстати, не пробовала ни разу, если пробовали, напишите. Поэтому такая история с бокалами. Если вы ищете, как вино лучше раскрылось, тогда используем мы то, что называется караф. Покажу сейчас. Караф – это для того, чтобы вино лучше раскрывалось. Вино налить красное, не белое. Вы можете переместить туда вино, по крайней мере, за полчаса, за 40 минут, может быть, за час до вашего ужина, на котором его подать. И оно тогда больше раскроется. И, конечно, это очень красиво. Делаем караф, а здесь в форме виноградной лозы. И закончить мое видео я хочу таким небольшим, но дельным, мне кажется, советом, который когда-то дал мне мой муж. Вот перед вами бутылка шампанского. Я не буду показывать этикетку, просто вот бутылка шампанского. И у нас есть дома вот такие крышечки для шампанского. Это специальная крышка для шампанского. Она продается в супермаркетах, там стоит, по-моему, 5 евро. Что делать, если вы оказались в ситуации, что вот у вас есть бутылка, вы не допили, и что делать? Берете ложку вот такую, или вилку, или ножичек, и вот делаете вот так. И кладете в холодильник. Когда мне муж первый раз это сделал, сказал: слушай, ну что ты мне рассказываешь? Конечно, оно не сохранится. 24 часа держит пузырики. Поэтому прекрасный вариант, если у вас нет другой крышки. На этом все. Расскажите, пожалуйста, мне, понравилось ли вам сегодняшнее видео, было оно для вас полезно. Если да, ставьте палец вверх, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Если вы думаете, что мое видео будет интересно кому-то из ваших друзей, будет полезно им, пожалуйста, им поделитесь. Я буду очень рада, если наша комьюнити будет увеличиваться. На этом все. Спасибо большое за ваше внимание, и мы увидимся очень скоро. Пока!